Всем привет! Это небольшой обзор на Graph Explorer. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Здесь представлен список сабграфов, которые сейчас доступны. Здесь же у нас есть поисковик небольшой и какие-то фильтры. Давайте выберем любой проект, посмотрим, что там. Здесь общая информация о проекте, точнее говоря, об этом сабграфе. Также индикатор состояния, синхронизирован, не синхронизирован. Здесь у нас логи, информация, какие-то предупреждения, ошибки, дебаг и панель, то есть консоль для работы с API этого сабграфа. В принципе, вот это, наверное, самое интересное, на нем чуть подробнее остановимся. С левой стороны у нас непосредственно сам запрос, который отправляется в сабграф. Вот этой кнопочкой, если мы нажмем, мы его отправим, и в центральной колонке получим ответ от сабграфа. С правой стороны у нас указана идет схема с GraphQL. На ней тоже остановимся подробнее, потому что здесь, по сути, та информация, те данные, которые этот сабграф нам предоставляет из блокчейна. Поэтому на нем очень внимательно. Также, кстати, есть предустановленные уже какие-то шаблоны запросов. Практически в каждом проекте они есть. Но мы давайте попробуем сделать свой запрос. К примеру, будем запрашивать информацию о пользователе. Member. Список для начала выведем первые 10, к примеру. Так как у нас member имеет много полей, необходимо указать, что именно мы будем запрашивать, какую именно информацию. К примеру, пусть это будет ID, еще какие-то поля. Допустим, delegate. Is active. Не знаю, что это значит, но посмотрим, что там будет. Ну и, наверное, все. Пожалуйста. Давайте, к примеру, сейчас попробуем выбрать из них из всех только те, у которых вот это поле is active, а not true. То есть добавим сюда фильтр. То есть мы смотрим пользователей, у которых is active true. Пожалуйста. Но только теперь их не 10, а их много. То есть он выдал нам все пользователи, у которых это поле true. Давайте попробуем, посмотрим какой-нибудь другой сабграф, который информации нам побольше предоставляет всякой. Ну вот, например. Давайте также рассмотрим транзакции, посмотрим. Я практически не нашел нигде никакого описания, никакой документации по работе с API, но здесь очень удобно есть вот такое выпадающее меню с подсказками. Обращайте на них внимание, они здорово помогают. То есть мы можем рассмотреть какую-то определенную транзакцию, а можем рассмотреть список транзакций. Для начала также посмотрим наугад штук 10. Что мы в них будем смотреть? Будем смотреть, например, ID транзакции. И давайте посмотрим, от кого, отправителя будем смотреть подробнее. Так как это у нас аккаунт, у него также есть куча полей, которые мы должны указать, что именно мы там будем смотреть. Будем смотреть ID того, кто отправлял, и, к примеру, его баланс. Я думаю, этого пока достаточно. Пожалуйста. Теперь давайте мы что-нибудь здесь отсортируем. К примеру, мы добавим еще одно поле. Timestamp, то есть время транзакции. И, к примеру, мы бы выберем все транзакции, созданные после вот этой. Нет, давайте сначала точно укажем время транзакции. Применим фильтр.
Пожалуйста, указал транзакцию. Теперь давайте посмотрим, например, транзакции, все, которые были созданы после нее. Вот таким образом, после нее. А если вот это выбрать, то значит включая ее. То есть значение больше либо равное вот этому. Угу. Транзакций достаточно много. Давайте добавим еще какое-нибудь условие. То есть мы будем смотреть, начиная вот с этого времени и заканчивая вот этим временем. Поэтому тут немножко поменяем. Пожалуйста. Давайте еще попробуем посмотреть наш любимый Эверест. Запрос также сами напишем. Допустим, сейчас мы посмотрим пользователя. Причем будем смотреть не список пользователей, а вполне конкретного. Выберем пользователя, укажем по ID. Например, вот этого пользователя. И у этого пользователя мы будем смотреть что? Можно смотреть у него ID. Хотя нет. Мы его и так знаем, нам это не нужно. Давайте посмотрим проекты, в которых он является владельцем. Проект тоже имеет много полей, и нам надо будет указать, что именно, какую информацию мы оттуда хотим получить. Пусть это будет ID проекта. Так, имя. Пусть будет описание проекта. Ну и время создания проекта. Пожалуйста, проектов достаточно много. Допустим, давайте добавим еще один фильтр. К примеру, вот берем проект Bitfish. И мы сейчас посмотрим все проекты, которые были созданы после добавления Bitfish. Ну, включая его самого. Пожалуйста. Можем добавить, к примеру, еще условия. Которые были созданы после Bitfish, включая Bitfish и, допустим, вот Infura какая-то. Пожалуйста, два проекта. Ну, давайте посмотрим еще, например, проекты. Сами рассмотрим. Посмотрим то же самое, только зайдем с другой стороны. То есть будем смотреть список проектов. Ну, для начала также какие-нибудь. Так, что мы в них будем смотреть? Давайте посмотрим также ID проекта. Тут также его имя, название точнее. Описание, время создания. Еще давайте посмотрим владельца проекта. Не user, owner. А так как это у нас пользователь, то надо указать, какие поля о нем мы будем смотреть. Это ID пользователя. Ну и, наверное, все. А теперь давайте попробуем выбрать только те проекты, которые были созданы этим пользователем. Добавим сюда этот фильтр.
Honor. Вот так. Вот мы видим те же самые проекты, и теперь попробуем применить тот же самый фильтр. То есть дополнительно сюда добавим еще фильтры. GTE, что у нас там был? Bitfish. Которые были созданы после Bitfish, включая Bitfish, и до Infer. Пожалуйста, тот же самый результат, только зашли немножко с другой стороны. Ну, вот примерно так это все и работает. Надеюсь, это видео будет для вас полезно. Отдельный привет графам на армейском и удачи пройти KYC. Куратор. Всем пока.